После двухмесячной паузы для празднования двух Новых годов, глобального и азиатского, Тритон Покер наконец открыл новый сезон. Лучшие хайроллеры и богатые любители собрались в казино южнокорейского Чеджу, чтобы разыграть 17 трофеев. Сотни тысяч зрителей собрались у экранов и мониторов, чтобы лично понаблюдать за противостоянием топовых покеристов. В первых же событиях серия подарила нам множество интересных и необычных розыгрышей, ко многим из которых мы, возможно, еще вернемся. Но сегодня рассмотрим совсем свежую раздачу из 7-го по счету турнира Mystery Bounty за $40 тысяч. С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Итак, финальный стол, за которым остались всего 6 участников. Вылетевший до этого Джереми Асмус заработал 157 тысяч, а пятое место дает 287 тысяч. Обе суммы меркнут на фоне 935 тысяч, которые достанутся победителю, и это без учета баунти. Блайнды на момент раздачи 100 тысяч, 200 тысяч, и еще 200 идут в банк от большого блайнда как анте. На ранней позиции Дин Бяо. Довольно успешный китайский регуляр с суммарным выигрышем в живых событиях $12,5 миллионов. Это за 5 лет на профессиональном уровне очень неплохо. Есть у него и 2 титула серии Тритон. Первый получен в 2023 году, второй в 2024. Самая крупная выплата также пришлась на фестиваль Пола Фуа и Ричарда Йонга. В том же 2024 году Бяо стал вторым в суперхай-роллере за 150 тысяч и получил $2 миллиона 870 тысяч. Его соперник Никита Бодяковский. О лучшем белорусском профессионале сказано столько, что добавить, кажется, нечего. Лишь пару общих фактов. 5-е место в рейтинге самых успешных оффлайн-регуляров и сумма призовых, стремительно приближающаяся к 60 миллионам. Очень вероятно, что знаковая отметка будет достигнута уже в ближайшие дни. Итак, Бяо открывается с ранней позиции, у него карманные десятки, мощное сочетание из верхнего сегмента в рейтинге всех возможных стартеров. На кат-оффе Никита с пока неизвестной рукой. Mystery Hand в турнире с Mystery Bounty. Он объявляет 3-бет до миллиона в 2,5 раза. Дефолт для МТТ. В целом карманные десятки Бяо – уместная рука для ответного повышения и даже выставления. Но здесь в дело вмешивается пресловутый фактор ICM. В стеке китайца 35 ББ. Это далеко не самый короткий стек за столом. И рисковать вылетом, пропуская вперед коротышей, не лучшая идея. Тем более, что Бодяковский 3-бетит на кат-оффе против ранней позиции, что говорит о довольно узких диапазонах. Запушив, Дин рискует получить кол в лучшем случае от разнорангового Бродвея, вроде туза короля или туза дамы, против которых играет в монетку. Оверпаром же он по ожиданию сильно проигрывает. Фолд с десятками даже не рассматривается, несмотря на игру без позиций, поэтому кол – оптимальное решение. В банке 2,5 миллиона. У Бяо остается всего 6 миллионов 400 тысяч. СПР угрожающий. Доска выходит сухая. Она не скоординирована ни по рангам карт, ни по мастям. Есть дама, высокий номинал, обеспечивающий преимущество агрессора. Это значит, что у Бяо вообще нет диапазона донг-бета, зато у Бодяковского практически обязательный рейндж-бет. Никита начинает с 450 тысяч. Это всего 18% от пота. Но в 3-бет-потах с низким СПР такие сайзинги более чем уместны. Их цель — лишь слегка проредить спектр соперника, который вынужден тянуть на терн по шансам банка 85% всех своих рук. При этом собирается value с огромного количества слабых попаданий, дро и даже оверкард с бэкдорами. Естественно, десятки с запасом проходят в диапазон кола, несмотря на даму на доске. Бяо вносит фишки. На терн выходит шестерка, спаривающая доску. Формально такая ситуация нередко дает преимущество колеру, но не в этот раз. У обоих соперников трипсов по сути нет, а если есть, то в количестве, на которое не стоит даже обращать внимание. Зато Спарка оставляет на столе всего одну оверкарту для Бяо, и если Бодяковский решит продолжить ставить, перед китайцем встанет непростой выбор, так как СПР сокращается еще сильнее. А Никита не собирается останавливаться. Что бы ни было у него в данный момент, борт дает ему колоссальные преимущества за счет некапнутой части спектра.
На флопе у китайца могли быть сеты шестерок. Двойки почти гарантированно отправились бы в пас. А теперь у Дина остается лишь каре шестерок, совпадение по даме и блеф-кетчеры из карманок других номиналов. Собственно, как мы знаем, у него рука из последней категории. Бодяковский ставит 1 800 000, чуть больше, чем половину банка. Для терна сайзинг может показаться маловатым, но нужно учитывать стеки. Белорусу нет необходимости поляризоваться, так как с value он хочет собрать максимум. Он не хочет выбить соперника здесь и сейчас, а диапазон блефа строится от value, а не живет своей жизнью. Таким образом, Никита предлагает Бяо вложить еще фишки в банк с большим количеством посредственных комбинаций. И это работает, так как относительная сила десяток не поменялась с выходом шестерки. По сути, прямо сейчас китаец должен решить, либо он выбрасывает, либо доигрывает и ривер. Если, конечно, ранаут не усугубить ситуацию, а ухудшить ее могут туз, король и даже любая пиковая карта, закрывающая возможный флеш. Да, у Бяо блокер на флеше, но с точки зрения номиналов он не блокирует лишь пиковые сочетания через десятку. Туз 10, король 10, дама 10, валет 10. Не так уж мало, но и не так много, чтобы блеф-кетчер работал очень эффективно. Дин выбирает продолжить. Видимо, в расчете на двойной чек ривера, если Никита пуст и не решится на доп-блеф. Итак, в банке 7 миллионов. У Бяо 4 100 000. Выходит валет, и масть у него самое что ни на есть пиковая. Итого, на доске 2 оверкарты. У соперника в некапнутом спектре фулл-хаусы по дамам и валетам, оверпары тузов и королей, а также возможные флеши. В то же время у Бодяковского есть руки, с которыми он больше не желает ставить. Ведь даже с условными тузами без пиковой масти он сам опасается флешей и фулл-хаусов, так как у Бяо есть все карманные валеты и большая часть дам. Оправдаются ли ожидания китайца насчет двойного чека? Он пропускает ход. Никита берет паузу и задвигает в центр стола 8 миллионов, что с лихвой покрывает остатки стека Дина. Тройной баррелинг сам по себе смотрится грозно, а когда на кону вылет с потерей ожидания, желание рисковать еще меньше. Поэтому сомнения китайца можно понять. 20 ББ — это все еще не катастрофа, а вполне комфортный стек для продолжения борьбы. А на руках рабочий блеф-кетчер. Вопрос в том, верит ли Бяо в то, что белорус в этой ситуации пойдет на блеф. Нет, Дин в это не верит, он выбрасывает карты. Бодяковский не показывает сопернику свою руку и, сохраняя невозмутимое лицо, распределяет фишки по стопкам. Зато организаторы трансляции открывают стартер Никиты для зрителей. И да, это был блеф. Туз-король с пиковым тузом. Насколько оправдан этот блеф? В теории, большинство рук с тузом не действуют в 3 барреля в 3-бет-поте, просто потому что до конца сохраняют шоу-даун value. Но здесь ситуация не так проста. В спектре китайца множество карманок разного уровня, а также совпадение по дамам. Всем им белорус проиграл бы на вскрытии, если бы решил чекнуть или если бы оппонент закалировал. Но в первом случае это произошло бы всегда, а во втором — только когда Бяо решил бы рискнуть вылетом. Бодяковский действовал осознанно, продавив соперника именно там, где собирался, и его рука подходит для этого приема идеально. 2 блокера на тузы и короли, а также блокер на нацевый флеш. На этом все, спасибо за просмотр. А если пропустили, обязательно посмотрите прошлый выпуск невероятных раздач, где в главных ролях Пол Фуа и Дэвид Коулман за столом главного события декабрьского фестиваля Тритон Покер, ставшего открытием этапа в SOP Paradise. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!